Всем привет! Сегодня я буду говорить про Яндекс.Спичкит. Это платформа, сервис, который позволяет озвучивать ваш текст, получать аудиофайлы, которые затем можно использовать для озвучки ваших видео или в каких-либо других задачах. Вы уже могли видеть у меня на канале реализацию одного проекта с использованием Яндекс.Спичкит. У меня был ролик вот такой вот, в котором озвучка этого ролика была реализована с помощью озвучания текста, с помощью как раз Яндекс.Спичкит. Это выглядело вот таким образом. Всем привет! Это видео открывает долгожданный сериал, где я буду разбираться, как совершать сделки с помощью API Тинькофф Инвестиции и Python. Я покажу, как можно покупать бумаги, акции, облигации и валюту на питоне с помощью API. Пока я планирую работать только с песочницей, но код для работы с песочницей вполне может работать и рабочим аккаунтом с небольшими изменениями. Такая вот реализация. Я это все делал через API Яндекс Спичкит. Такой вот небольшой код. Всего лишь тут раз, два, три, четыре функции. Текстовый файлик. Запускаем его. Ждем, пока сгенерится наш аудиофайл. Аудиофайл сгенерился. Привет, зрители Azrael Code. Сегодня видео про Яндекс Спичкит. Также с помощью Яндекс Спичкит можно не только синтезировать речь, но и распознавать ее. То есть превращать аудио файлы в текстовые файлы для использования, опять же, в разных проектах. Но сегодня речь будет только о синтезе речи, о распознавании речи говорить сегодня я не буду. Кроме работы с Яндекс.Спичкит через API, вы можете попробовать демку. В демке у нас есть поле для ввода текста. Мы можем ставить сюда любой текст длиной не более 500 символов, выбрать голос для озвучания, настроение для озвучания, скорость выбрать. Сейчас тут уже остался только русский язык, но раньше можно выбрать еще и английский язык. Нажать кнопочку «Синтезировать речь». Привет, подписчики Azrael Code на YouTube. Озвучено Яндекс Спичкит. А, Получившийся аудиофайл можно скачать, нажав кнопочку «Скачать». И в принципе это бесплатная демка, и получившийся файл также можно использовать в проектах для озвучания, например, видеороликов для YouTube. Если смириться с ограничениями на 500 символов, если смириться с тем, что периодически в озвучке будут появляться, вот как сейчас, рекламные вставки от Яндекс.Спичкит. Ну и кроме того, вы скачивать можете только в определенном формате OGG, который на самом деле большинство программ видеомонтажа просто не понимает. То есть придется эти ролики предварительно, аудиофайлы предварительно конвертировать. Вот. На самом деле при работе с API тоже приходится их конвертировать, но там это чуть-чуть попроще. То есть можно пользоваться демкой, чтобы в принципе попробовать эту технологию, нужна ли она вам, подходит ли она вам, прежде чем переходить к использованию уже непосредственно API и написанию кода. Яндекс.Спичкит это платный сервис. То есть для того, чтобы озвучивать тексты с меньшими ограничениями, чем есть в демке, 500 символов и вставка рекламных блоков, чтобы озвучивать свои тексты через API, нужно платить. И, естественно, у Яндекс.Спичкит есть конкуренты. Есть у Гугла конкуренты. Мне больше всего нравится из платных конкурентов Тиньковский синтезатор. Привет, подписчики Azrael Код на YouTube. Еще раз попробуем. Привет, подписчики Azrael Код на YouTube. Как-то мне именно у тиньковца голос кажется более естественным. Но, возможно, это на уровне субъективного восприятия. Но у Тинькова довольно дорогие тарифы на синтез речи по сравнению с Яндекс.Спичкит. Также можно использовать встроенные в винду, например, модули синтеза речи. Вот, это бесплатно. Вот. Все зависит от того, какие задачи перед вами стоят, и можно экспериментировать. Сегодня я буду рассказывать про Яндекс.Спичкит. Но для начала хочу рассказать, зачем вообще это может быть нужен. Зачем нужно генерировать нам аудио из текста. Например, я вам показал ролик, где за меня ролик был озвучен как раз через SpeechKit. Вы наверняка сталкивались, если достаточно активно пользуетесь YouTube, с видосиками, в которых, например, обозревают какие-то товары.
То есть мы берем картинку или берем ролик, например, с Алиэкспресса, а, вставляем ролик, берем текст, скажем, из описания товара или из какого-то хорошего комментария к этому товару, берем FFmpeg, о котором я рассказывал также у себя на канале. У меня есть отдельный плейлист, посвященный FFmpeg. Это специальный комплекс программный, который позволяет создавать видеоролики автоматически. Мы можем это делать из картинок, из других видеороликов. Мы можем использовать спич-киты любые, не только яндексовские, для генерации озвучки для этих роликов получается, текста. Вот, собирать это все с помощью FFmpeg и загружать с помощью YouTube API, например. Это очень в свое время была жирная тема, и монетизировать ее тоже получалось довольно неплохо. А, Есть каналы, которые загружают огромное количество роликов, автоматически созданные из чужого текстового контента. Берутся, допустим, страницы с описаниями болезней или лекарств, собирается из них картинки в виде презентации, генерится с помощью спич-кита озвучка, все это загружается и как-то монетизируется. Но этот способ заработка, он на самом деле не то чтобы сейчас актуален. Безусловно, есть люди, которые на этом зарабатывают, но тема эта на самом деле достаточно мертва. Дело в том, что YouTube уже не монетизирует такой вторичный контент. У них есть своя позиция к монетизации, то есть через YouTube вы монетизировать такие ролики, скорее всего, не сможете, которые озвучены с помощью спич-кита. Но если вы делаете ролики под какую-то партнерскую программу, под Admetat, под AliExpress, там, под iHerb, под какие-то там рекламы увеличителей члена или еще чего-то, ну вот, вы можете монетизировать и такие генеренные видео. А с учетом того, что вы можете создать программные комплексы, вот, вы эти видео можете генерить в огромном количестве. Есть и белые способы монетизации технологий спич-кита. Это колл-центры разнообразные, обзвон клиентов с помощью спич-кита. Вы можете увеличивать конверсию ваших читателей на сайте, например, когда у вас новостной сайт, и вы можете встроить прямо на страничку с текстом кнопочку «Озвучить текст». И с помощью спич-кита озвучивать уже заранее эти статьи. И это увеличивает количество времени, которое ваши посетители проводят на сайте, и, соответственно, уменьшает величину отказов. Вот, это хорошо для сайта в целом, и поэтому SpeechKit можно очень во многих местах использовать, и это даст хороший бонус для бизнеса. Как я уже говорил, SpeechKit в Яндексе это платный сервис. Его использование стоит денег. Денег вы платите за количество озвученных символов. Символы пробелы в том числе считаются за оплаченный символ. Вы можете заранее посчитать, сколько вам будет стоить озвучание текста, который вы планируете озвучивать. У них есть калькулятор, в котором вы можете посчитать конкретно SpeechKit. Вам не нужно использовать никаких других мощностей Яндекс.Клаута для озвучки. Все озвучание происходит через API. Но нужно иметь в виду, что у Яндекса есть, ну так, ориентировочно 3 градации цен. Вы можете озвучивать голосами стандарт, и тогда 10 тысяч символов вам сейчас обойдутся рубль 83. Премиум 10 тысяч рублей. И у них еще есть возможность заказать брендированные голоса. То есть озвучание конкретно под вас, и голос будет создан специально для вас. Но в этом случае вам придется платить и за хостинг, и за подготовку, и время на подготовку брендированного голоса уйдет много. То есть если у вас большой серьезный проект, вы банк там или какой-то серьезный сервис, и вы хотите, чтобы у вас был какой-то правильный голос, который будет представлять ваш сервис, вы можете заказать у Яндекса озвучание конкретно для вашего сервиса. Это классно. Ну а если вы такие, как мы, обычные, то вы можете пользоваться голосами стандарта. Это совсем дешево. 10 тысяч символов за рубль 83. Обычно там порядка 100 тысяч. Ну то есть если у нас статья выходит 5 тысяч символов, это хорошая длинная статья, то 100 тысяч символов это получается 20 статей. 20 статей нам нужно озвучить. Это каждый день один ролик, очень большой, длинный, там минут на 15-20 получится, наверное. Вот. И нам это будет стоить всего лишь 18 рублей 31 копейка. Но, на мой взгляд, премиумы гораздо лучше озвучают. У них
лучшие переходы, лучше, в общем, они чувствуются гораздо комфортнее. Вот. Но даже премиум будет стоить всего лишь 120 рублей за 100 тысяч символов. Я считаю, это очень приемлемая цена. Последнее касательно цен. В данный момент и уже достаточно давно Яндекс предоставляет 4000 рублей, если вы впервые регистрируетесь в Яндекс.Клауд, 4000 рублей бонуса на попробовать их сервисы. При этом 4000 рублей это делится на две части. Часть вы можете потратить на одни сервисы, часть на другие. Вот. Конкретно на SpeechKit мы вот получим 3000 рублей мы можем потратить. То есть как бы вы, когда отправите запрос на API Яндекс SpeechKit, этот запрос тарифицируется в зависимости от объема отправленного текста вами, в зависимости от выбранного голоса. С вас списываются эти деньги со счета, но они покрываются, соответственно, вот этим бонусом, который вам добавлен. Этот бонус вам дается на ограниченный срок. То есть вы зарегистрировались, запросили бонус, вы можете не запрашивать бонус, и вам дается 60 дней на то, чтобы попробовать сервис, после чего эти бонусы сгорают, и вы можете пользоваться SpeechKit или какими-то другими сервисами Яндекс.Клауд уже только на платной основе. То есть у вас есть 60 дней на попробовать. То есть если вы хотите заняться SpeechKit, не торопитесь сразу бежать регистрироваться и подключаться к этому сервису. Подождите, когда вы будете реально готовы этим заняться, чтобы воспользоваться вот этими 3000 рублями, которые вы можете потратить на озвучание вашего текста. Особенно если вы планируете озвучивать много. Вот. Не торопитесь, подождите, когда у вас будут текстовки готовы. Про цены все. Смотрите, Яндекс.Клауд это такая же навороченная штука, как и Google Cloud Platform. Они во многом как бы похожи по каким-то таким нюансам. То есть это такая же навороченная, сложная штука, в которой много разных сервисов. Это не только SpeechKit. Здесь есть всякие сервера, базы данных, чего тут только нету. Вот. Поэтому когда вы хотите пользоваться всего лишь навсего API SpeechKit, вам приходится регистрироваться в Яндекс.Клауд. Вам точно так же приходится создавать тут всякие проекты, получать всякие токены, и все это достаточно заморочено. Сегодня я вам покажу очень поверхностно один из способов получения токенов и покажу вам код, с помощью которого можно генерить аудиофайлы из текста. Но это лишь один из способов, и я покажу вам его крайне поверхностно. Если это видео вам понравится, вы его будете активно лайкать, писать в комментариях, мы обязательно с вами продолжим дальше. Поэтому, если вы хотите продолжить, прямо вот сейчас, вот прямо сейчас, не ждите, нажмите на кнопочку лайк и напишите в комментариях «Хочу продолжение». Вот. И тогда я сниму следующее видео, где мы с вами погрузимся, так же, как у нас было с Google API, в эти все токены, вот эти все ключи более подробно, чтобы вы поняли, как пользоваться SpeechKit, а возможно и в принципе какими-то другими сервисами Яндекс.Клауд. У них много всякого интересного, полезного для бизнеса и просто для развлечения. Итак, чтобы начать, вам нужно зайти на cloud.yandex.ru и нажать «Подключиться». Вы подключаетесь, заполняете небольшую анкетку и попадаете в консоль. Я уже попал в консоль. Ну, давайте, кстати, посмотрим, как будет выглядеть попадание, когда вы еще не тут. То есть у вас должен быть аккаунт уже в Яндексе, ну, обычный, как на Яндекс.Почте. Вот. Вы входите, заполняете сюда свои данные, если вы еще не вошедшие в Яндекс. Вот, и попадаете в Яндекс.Клауд. Когда вы попали в консоль, у вас вот этого раздела еще нет, и вам нужно будет создать кластер. Это ресурс. У Яндекс.Клауда есть понятие ресурсов. У них есть даже табличка, которая отображает сервисы Яндекс.Клауд. То есть всю их концепцию. Там у нас есть облако, в облаке есть каталоги, у каталогов есть ресурсы, которыми могут быть там сервера, диски, какие-то другие сервисы. Вот. Для Яндекс SpeechKit вот этого всего не нужно, но нужно обязательно иметь каталог, получить доступ к каталогу, вот, и с помощью консоли яндексовской получать токены для обращения к API. К
Когда вы зайдете сюда в первый раз, у вас здесь будет большая кнопочка, где будет написано «Создать кластер», по-моему, или ресурс, не помню, как это точно называется. Но у вас появится вот такой вот ресурс, у которого будет папка. По умолчанию она называется Default, и у нее есть вот такой вот айдишник. Вот эта вот штука нам нужна будет для того, чтобы работать с API SpeechKit. Вот это вот. Вот это вот. Вот она. Видите? Нажимаем копировать, и вот она у нас есть. Значит, как работать с API SpeechKit? Вам нужно вот в этой левой колоночке найти API. Вот. AI API. Нажимаем. Здесь есть 3 API, которые доступны без создания всяких серверов и тому подобного. У нас есть PitchKit, Translate и Vision. Vision — распознавание картинок, Translate — перевод текста, SpeechKit, соответственно, работа с текстом, синтез и распознавание. Здесь мы выбираем синтез речи. Вот у нас уже раздел, касающийся только SpeechKit и только синтеза. То есть этот раздел посвящен именно синтезу речи. У нас есть описание методов, как это все работает. У нас есть квоты, где мы можем посмотреть, как часто, как много, сколько всего, какие ограничения у нас есть. Например, если мы с вами говорим о синтезе речи, то даже в платном тарифе на один запрос мы можем отправить на синтез речи блок текста не более 5000 символов. То есть, если у нас будет статья на 10 тысяч символов, нам нужно будет обязательно ее делить, получается, на две части и отправлять по 5000 символов, а лучше на всякий случай еще и меньше. То есть лично я стараюсь делить там на 3000 символов любые текста и отдавать их вот такими кусками. В описании методов API, синтеза речи Яндекс SpeechKit, у нас есть раздел, который называется «Примеры», где описана вся процедура для того, чтобы мы смогли получить доступ к API Яндекс SpeechKit. У нас должен быть подтвержденный платежный аккаунт. У нас должен быть платежный аккаунт со статусом Active. Чтобы получить Active для платежного аккаунта, мы должны будем привязать банковскую карту или совершить платеж через YouMoney. Даже если мы берем аккаунт на потестировать, вот этот вот грант мы подключаем, чтобы все это сделать, нам нужно привязать к аккаунту карту. У меня привязана какая-то карта. Здесь у нас отображается количество дней до истечения гранта, сумма гранта, баланс, если он когда-то пополнялся, карта, которая привязана к аккаунту. Вот. Насколько я понимаю, отвязать карту практически невозможно. Я использую виртуалку, специально созданную для использования в сервисах Яндекса с ограниченным лимитом на платеж. Вот. И это как бы меня, я считаю, обезопасивает от каких-то неожиданных платежей. Но, к сожалению, другого способа получить статус Active для платежного аккаунта нет, а без статуса Active платежного аккаунта мы не можем воспользоваться Яндекс SpeechKit, к сожалению. Дальше, если у нас с платежным аккаунтом все ок, следующее, что нам понадобится, это получить вот этот вот IAM токен. У нас есть несколько способов в Google Cloud для получения этого токена. Через аккаунт пользователя в Яндексе с помощью интерфейса командной строки CLI, либо через сервисный аккаунт. Через сервисный аккаунт мы можем работать с API SpeechKit, не обращаясь к интерфейсу командной строки, но сегодня я об этом рассказывать не буду. Если вы достаточно хорошо пролайкаете видео и покажете, что тема вам интересна, я вам обязательно расскажу про сервисный аккаунт и про работу без командной строки. А это как бы основной режим работы, на мой взгляд. Вот. Федеративный аккаунт, если честно, я даже понятия не имею, что это такое, никогда им не пользовался. Вот. Ну, посмотрим, может быть, разберемся и в нем. Про получение M-токена я сейчас расскажу. И нам понадобится идентификатор любого каталога. То есть у нас есть облако. Какое-то облако у нас может быть в облаке несколько каталогов. Ну, у меня дефолтный каталог. Вот это вот нам нужно для того, чтобы работать с API Яндекс SpeechKit. Теперь поговорим про получение IAM токена.
конкретно для аккаунта пользователя в Яндексе. Итак, нажимаем на ссылочку, как нам получить этот AM токен. Нам пишут, что мы можем получить этот токен через интерфейс командной строки CLI, либо через API. Но для того, чтобы работать с API, нам нужен AUS. Это тема для отдельного разговора. Повторюсь, захотите, поговорим и о нем. Но сегодня будем говорить про CLI. Для того, чтобы получать токены, AM токены через CLI, нам нужно установить интерфейс для работы с Яндекс.Клауд. Нам его тоже нужно установить. Описание, как его установить, есть для Linux, для macOS и для Windows. То есть нам нужно будет запустить интерфейс командной строки. Да, и вот здесь вот сделать те команды, которые нам подсказывает инструкция. Я этого не делаю под Windows, потому что у меня стоит все в виртуалке под Linux, под Debian, в которой я просто запускаю необходимые команды, и там уже интерфейс Яндекс Cloud CLI установлен у меня, поэтому я вам не покажу. Вот. Но на самом деле все достаточно просто. То есть под Windows запускаете командную строку, вставляете туда вот это вот, прям вот копируете и копипастите. Вас спрашивают установить, и вам будет доступен интерфейс. Там в этом интерфейсе нажимаете EC Init, у вас появляется окошко, где вам предлагается перейти по ссылке, где вам по ссылке будет выдан OAuth токен, и после этого вы сможете пользоваться консолью для генерации AM ключей. Почему про это все так заморочено рассказывается? Дело в том, что AM токены протухают через 12 часов. На самом деле очень короткий срок. Впервые я сталкиваюсь с таким коротким сроком токена, который не обновлялся бы автоматически, не продлялся бы после каждого запроса. То есть там, допустим, у Facebook, насколько я помню, там токен обновляется каждый раз, когда мы с ним обращаемся к API. У Гугла там вообще нет, есть возможность изначально получить токен, который будет вечным. Ну вот конкретно у Яндекс.Клауд получается у нас IAM токен живет не больше 12 часов, и мы должны его постоянно обновлять через запрос в командную строку вот такой команды. То есть мы отправляем запрос на токен, он нам генерит прямо в командную строку токен, и мы его копируем и используем при работе через Python в частности. Вот. Я использую по Debian вот такую вот конструкцию. То есть я сразу сваливаю токен в текстовый файл, а потом его подгружаю в инитку. Я так спокойно вам показываю все эти токены, потому что этот токен протухнет к тому времени, как я публикую видео, и вы все равно не сможете ничего сделать с этим токеном. Вот. То есть, пройдя вот эту всю процедуру, то есть мы получили активный платежный аккаунт, мы получили идентификатор каталога, мы подключили Яндекс.Кли, в Яндекс.Кли ввели команду на получение токена, и в итоге у нас на руках есть токен для работы с API SpeechKit. Вот этого все проделав, мы можем воспользоваться любыми примерами из Яндекс SpeechKit для отправки запросов. Здесь есть подсказки, в том числе на Python. Никакие SDK для работы с API SpeechKit, Яндекс SpeechKit не нужны. Все достаточно просто. Обычный request с параметры, постзапросом. И мы в ответ получим файлик, который можно будет уже использовать для озвучки. Но тоже есть нюанс. Итак, теперь пойдем, собственно, говорить о коде. Код простой. Вот функция, которая в значительной степени скопипащена из инструкции Яндекс SpeechKit. Здесь у нас есть пост-запрос к API по URL, который есть в описании, где мы передаем в headers токен, AM токен, который мы получили через Яндекс.Кли, передаем, соответственно, в requests, в пост-запрос эти хедерсы. Здесь обязательно указываем параметр string true.
чтобы получать ответ чанками. И особенно это актуально, если мы отправляем большой текст на озвучание. Ну, а в дата мы передаем вот такой вот словарь, в котором будут все наши настройки. Здесь нам нужно будет не забыть про folder ID. Я это все выделил отдельно в раздел creds. А дальше параметры, которые подробно описаны в документации. Вот они все тут есть. Тут их больше, чем я их использую. Вот. Я использую всего лишь несколько параметров. Вы можете посмотреть описание подробнее. Что использую я? Вот этот вот раздел, давайте вот так вот куда-нибудь это вниз опустим, не, вверх. То есть folder ID нам обязательно нужен. Раздел текст — это текст, который мы будем озвучивать. Поле lang показывает кодировку, не кодировку, а язык озвучания или кодировку. Ну, в общем, что мы будем озвучивать, английский текст или русский текст. Затем в поле voice мы указываем имена для озвучения. Имена, которые мы можем выбрать для озвучания, перечислены в списке в инструкции. Вот здесь вот. То есть полностью весь список и премиум голоса. Обратите внимание, что премиум голоса, как я вам показывал раньше в тарифах, стоят дороже, а стандартные голоса стоят дешевле, а, собственно, какого-то специального пункта для выбора именно премиум голосов нету. Вы просто выбираете Алену и платите за это больше. Выбираете Филиппа, платите больше. Выбираете Оксану, платите меньше. То есть таким образом меняется тарификация ваших запросов. Обратите на это внимание, чтобы не попасть на деньги, допустим. Затем у нас есть классная штука, эмоциональная окраска озвучания. Это вот прям реально очень классная штука, которая кардинально меняет, на мой взгляд, восприятие озвучания. Сейчас здесь есть в инструкции написано, что это работает только для голосов Jane и Omash. И почему-то сейчас это помечено deprecated, но вроде бы все это дело работало. Давайте, кстати, проверим, изменилось ли что-нибудь. Я выбрал Оксану, да, а у нас, соответственно, пишется, что для Оксаны это не работает. Ну, давайте посмотрим. Вот мне сейчас good. И что получается? Привет, зрители Azrael Code. Сегодня видео про Яндекс SpeechKit. А теперь выберем Evil. Привет, зрители Azrael Code. Сегодня... Действительно, ничего не поменялось. Давайте попробуем Jane. Привет, зрители Azrael Code. Сегодня видео про Яндекс SpeechKit. Ну, на самом деле, раньше это работало для всех голосов. Я попробую разобраться, почему так и как это сделать для других голосов. Но раньше Оксану точно можно было озвучивать с разными эмоциональными окрасками. Вот. Интересный момент. Затем мы можем выбрать скорость озвучания. И это все, что я обычно использую в работе. То есть голос, его эмоциональную окраску и скорость озвучания. Вот эти параметры по умолчанию не передаются, не включены. В этом случае, если они не включены, мы получаем ответный файл в формате OGG+, OGG-Opus. Этот формат хорош тем, что размеры полученного файла очень небольшие. Минус этого формата в том, что многие программы для монтажа и, в принципе, программы, которые могут воспроизводить аудио, этот формат просто не понимают. Для того, чтобы его конвертить в форматы, с которыми могут работать программы для видеомонтажа, его нужно сначала получить не в OGG-Opus, а в LPCM. Указать можно герцовку. Вот.
Я покажу, как конвертить LPCM попозже. Здесь все в коде есть на самом деле. Вот. И отправим запрос и получаем ответ в виде файла озвучания. Дальше, что еще есть в коде? В коде, по большому счету, есть функции для чтения текста для озвучания из текстового файла. Ну, это просто для удобства, чтобы не писать прямо в коде. Затравка, так сказать. У нас есть функция для записи чанков в файл с именем RAW. Это как раз связано с тем, что почему-то Яндекс.Спичкит не хочет отдавать в привычном нам формате, там, например, WAV в PCM, который можно было бы использовать везде, где угодно, но, вероятно, это как раз связано с размерами файла, который генерится при синтезе. Вот, поэтому я просто открываю файлик, получаю его из синтеза и записываю в аудиофайлик, который потом буду конвертить с помощью программы SOX. Что такое программа SOX? SOX — это утилитка, набор утилит, которые умеют производить разнообразные конверсии со звуковыми файлами и анализировать их. SOX — это сокращение от Sound Exchange. Вот. То есть изначально это тулка для работы со звуком. Я ее использую, потому что, собственно, она указана в документации SpeechKit как программа для конверсии в WAV. Вот. Ну и как бы, чтобы далеко не ходить, я ее и использую. То есть я в своем коде просто тупо взял ее, скачал с официального сайта, который указан вот именно здесь. Тут вот где-то есть download. Не помню где. Где-то есть. Вот тут вот. Вот здесь выбрал версию под винду и скачал. Вот, но только распаковал ее прямо в проект, в папочку SOX. И конверсию получившегося файла, это вот как раз тот файл, который мы чанками уложили, вот, я его конверчу через команду, которую получаю джойнами, и с процессом выполняю в командной строке. Ну, все это под Windows, соответственно, то есть под там Debian, если бы я делал под Linux, под macOS, это нужно будет как-то переписать. Вот. Но под Windows это вот так вот все работает. То есть собрал команду для запуска в консоли SOX.exe, передал сюда вот эти конкретные параметры, куда путь до RAW, который мы получили при синтезе, и тарджета для WAV. И этот WAV, который получится в итоге конверсии SOX, он уже читается во всех программах, которые умеют работать со звуком. То есть такой костыль на самом деле. Если делать какой-то серьезный проект, нужно думать, что с этим делать, потому что это вообще, конечно, не очень красиво и не очень правильно. И зачем Яндекс делает такую неудобную штуку и еще пишет ее в официальной документации. Вот. Но как бы ни было, это вот такой способ, который сейчас у меня работает. Вот, все, собственно, вся конверсия вот такой цепочки функций у меня получилась. Вот, тоже не ахти какая красота. Вот, но все работает. В итоге все генерится, и готовые вавки можно потом подгружать в программы для монтажа и использовать. Ну, либо дальше писать код, использовать там FPEG. У меня были такие достаточно большие комплексы, с которыми я генерировал видео с использованием этого всего хозяйства. Вот. И оно, в принципе, достаточно неплохо жило, и это достаточно устойчивое решение. Вот. Хоть и не очень красивое по большому счету. Потому что тут костыль на костыле. Вот. Код этот будет лежать у меня на сайте, на GitHub я его класть не буду, но на сайте выложу, ссылка в описании. Вот. Если вам интересна тема работы со SpeechKit, Яндексовским или какими-либо другими, я с радостью поснимаю видео, вот. Но я должен понимать, что вам эта тема интересна. Вот. Я это понимаю, естественно, по количеству лайков и ваших комментариев, кстати, и по просмотрам, безусловно, тоже, но тут вы повлиять слабо можете. Если вам тема интересна, пожалуйста, пишите в комментариях, что тема интересна. Ставьте лайки. Вот. Потому что тема достаточно ресурсоемкая, снимать ее долго. Вот, погружаться во все эти Яндекс.Клауды с учетом тут большого количества всяких персональных данных, ну, не очень хочется, это не очень удобно.
Вот. И тема при этом, мне кажется, не сильно востребованная. Но если она все же будет востребованная, то я с удовольствием поснимаю. В общем, зависит от вас, будем мы снимать это дело или нет. Вот. Но тема интересная, поверьте. То есть, если вы хотите делать что-то необычное, вот, то вот FFmpeg, спичкиты, это вот прям богатейший простор для фантазии. А если к этому всему еще присовокупить разные опишки, ведь опишки есть не только у Гугла, опишки есть у ВКонтактика, у Телеграмчика. Вот соберите, представьте все это вместе и просто удивитесь богатству возможностей, которые открываются для хобби или для бизнеса. Вот. В общем, подписывайтесь, лайки, дизлайки, вы знаете, что делать. Ну, в любом случае, спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч!